Всем привет, меня зовут Веруша, и сегодня я буду рассказывать про свой путь взаимоотношения с едой. Путь это был очень долгий. Я, сколько себя помню, всегда ела какие-то салатики, грызла, все там наворачивали какую-нибудь картошечку, какую-нибудь там выпечку вкусную, мясо по-французски, а я сидела там в коллективе и всегда грызла, вхомячила салатик, потому что я думала, что я таким образом обязательно похудею. А потом я срывалась, и тортики у меня шли в ход, и всякое такое прочее. И хлебушек я любила. Поэтому я всегда была в поиске какого-то рецепта, как же так похудеть, чтобы и удовольствие получать от еды, и не есть что-то супер вредное, и при этом, чтобы и фигуру сохранить. Ну, у меня вот эти три компонента, они не скомпоновывались, не работало у меня, у меня постоянно что-то ломалось. Поэтому, в общем, в этом видео я буду рассказывать. Только недавно я поняла, что же мне нужно сделать для того, чтобы быть в хорошей физической форме и получать удовольствие и от еды, и при этом еще и худеть. Я вообще активно, в принципе, занималась спортом с детства. Я очень, прям не буду очень занудной, просто скажу, что я была спортивным ребенком, и у меня была довольно спортивная фигура. Как мама всегда говорила, она говорит: ты знаешь, вот все дети как дети, вот девочки, у них такие худенькие ножечки, а ты, значит, всегда такая взбитенькая была. И я все время так обижала, думаю, как взбитенькая, почему я взбитенькая? И все время я думала, вот у меня вот это вот осталось в моем сознании, что у меня фигура вот такая взбитенькая. И у меня был пунктик всегда, что мне надо с этим что-то делать. И я, соответственно, это делала. Я вообще человек-перфекционист по жизни, поэтому мне всегда нужно что-то улучшать. Иногда это очень мешает в жизни, а иногда это позволяет как раз там, двигаться дальше по жизни и работать над собой, улучшать себя. И, знаете, у меня такой случай был на работе, я визажист, я повторюсь, и я встретила женщину, мне показалось, что ей лет 50, то есть она вот так вот выглядела, очень взрослой. Она была очень тучная и, в таком, в общем, приличном весе. Я там делала макияж ей, и, в общем, очень приятная такая женщина. Мне казалось, что это женщина. И потом мы встретились с ней через полгода. И ко мне села молодая, прекрасная девушка. Этот же человек. И когда я просто вот с такими глазами спросила, сначала я не поняла, что это она, потому что человек кардинально просто изменился. Она расцвела, и эта женщина, она превратилась просто как из кокона в бабочку. И я спросила, что вы сделали? Она говорит: а вы помните меня? Вот я к вам приходила, я похудела там на 30 килограмм. Я говорю: а как вы так похудели? Она говорит: я не читала никаких коучей, я не читала никаких книг, как похудеть. Там есть вот книги, как бросить курить, к примеру, там, тема. У меня тоже вот этих книг было, кого я только не покупала из диетологов, какие видео я только не смотрела. Я не знаю, для кого это работает, но мне лично это не помогало, если честно. Читала я там диеты звезд, я просто помню, что я там себе говорила: господи, что ж так мало надо есть? Я не согласна, я хочу еще что-нибудь к чайку, сладенькое, какую-нибудь вкусняшку. А шоколадочку, как я любила всегда, знаете, там Рита Спорт обязательно, там после чего-нибудь там, после обеда обязательно чаечек с Рита Спортом. Вот, и она мне сказала, она говорит: а я себе просто поставила установку в голове. Я сказала себе самой, что я хочу все. И я начала заниматься этим вопросом. Она стала, по-моему, есть там 2 раза в день. И, кстати говоря, я потом сама стала есть 2 раза в день, но я попозже скажу, что я делаю. И вот так вот она, кстати, похудела за полгода. Нет предела совершенства тоже, она дальше продолжает худеть, и она в потрясающей форме сейчас. В общем, я просто в восторге была, и она, это совершенно просто другой человек.
Я, когда, вот я говорю, сколько я себя помню, да, всегда грызла эти салатики, думаю, что я похудею, страдала. Я помню, что когда я очень захотела похудеть уже, вот прям, чтобы у меня была такая спортивная фигура, ну, при этом, чтобы она была женственная, чтобы не было никаких там супербицепсов. Конечно, я всегда придавала значение спорту, обязательно поход в фитнес-зал, но был у меня период, когда я не занималась, и я поняла, что вот без спортзала нет вот этого тонуса. И кожа как бы не такая упругая, и как-то даже нету, ну, состояние другое, потому что когда спортом занимаешься, ты получаешь эти позитивные эмоции, и улучшается, и здоровье улучшается, и энергия прибавляется больше. Я не знаю, я после спорта вообще, мне хочется летать, парить, и у меня столько я удовольствия получаю от этого. Но я тоже к этому не сразу пришла, потому что у меня были периоды, когда я шла как на пытку. Вот на пытку идти, как на пытку, в спортзал идти точно не надо. Нужно получать удовольствие, нужно найти то, что вам понравится в спортзале. Я, например, нашла музыку, которая меня вдохновляет, которая меня, знаете, вот прям подстегивает. Я перед тем, как у меня вот наушники есть, нет, наверное, недалеко. В общем, у меня большие наушники, где такая хорошая музыка с такими динамиками хорошими. И я включаю эту музыку уже на пути к фитнес-залу. Вот. Ну и, соответственно, та музыка, которая мне очень нравится, она прям, я загораюсь с ней. Я прям думаю, сейчас вот я как спортсмен пойду и прям выложусь по полной на 100%. И вот я нашла музыку для себя. Потому что у меня всегда была проблема делать вот эти вот однообразные движения. Я вообще не люблю повторения. Мне всегда нужно что-то менять. Я такой человек, в принципе, по жизни. И мне было тяжело. Ну, я и меняю, и нужно на самом деле менять. Я, конечно, не тренер, но менять нужно, потому что и тело привыкает к физическим нагрузкам одинаковым, и веса нужно менять, и подходы менять. Ну, в общем, все нужно менять тоже. Но все равно какие-то движения все равно ты делаешь одинаковые в фитнес-зале. И вот это вот меня всегда вот останавливало. А тут вот я нашла вот такой вот вариант с музыкой, и я прям вот кайфую. Вот. Кайфую, как вот эта в песне есть. Вот это действительно так. И я познакомилась с бодибилдером, он там даже какое-то место занял в Европе в каком-то там году. И он мне прописал диету. Ну, там, знаете, такая диета, проще написать все, что можно, чем что нельзя, потому что нельзя. Там список ой-ой-ой, вот от моей стены там и дальше, по всей квартире. А то, что можно, вот экран вы меня видите, и вот, вот столько можно. Вот. Я помню, был момент, когда я стояла просто у тренажера и просто рыдала, правда. Я плакала от того, что я просто хотела, не знаю, кусочек сыра с плесенью съесть или еще что-нибудь. И я думала, да зачем же такие мучения? Зачем же я так мучаюсь? Сейчас пойду и наверну что-нибудь. А потом мое сознание сказало себе нет. Я уже проделала такой путь, уже на тот момент я сидела на диете уже долго. И я потом себе сказала, нет. Ну, знаете, как у меня вот подруга, которая очень много работает, но она такая тоже вот с таким спортивным характером, боевым, и всегда себя заставлять делать как можно больше того, что ты можешь, вот, ну, если ты устал. Там. И вот она как раз была уставшая, и она ехала с работы, и она говорит, ты знаешь, вот я уже почти доехала до дома, подумала, что я в фитнес-зал не поеду. Ну, я устала, ну, мне бы сейчас прилечь. И она почти доехала до фитнес-зала, сказала себе, так, я что, слабак какой-то? Я что, не могу поехать в фитнес-зал сейчас позаниматься? Я сейчас найду силы. Развернулась и поехала. А это мотивация. Если не поехать сегодня, завтра, вот как у меня тоже было, ну, когда вот покупаешь в фитнес-зал карточку, я думаю, многим знакомо, ты ее покупаешь, она у тебя благополучно лежит, там первое время ходишь, а потом забываешь и вспоминаешь только, когда у тебя карточка кончается в фитнес-зале. Это тоже я все проходила.
много чего проходила, вот, и, в общем, так я занималась с ним, и я видела результаты, которые у которых он тренировал, то есть там за 3 месяца, там за 4, ребята абсолютно какие-то субтильные такие превращались действительно в таких вот Аполлонов, в которых там и трицепсы, и бицепсы, и пресс, и, в общем, все на свете было, вот. Ну и, надо сказать, я тоже очень сильно подтянулась, и я помню, я работала в театре, и когда я сказала, что я буду худеть, взялась за это, мне сказали, ну, как бы попробуй, ну, как бы типа удачи, но вообще-то в тебя вообще не очень верим, что у тебя может что-то получиться. А потом, когда я пришла уже, я приходила периодически, да, и как-то замечали, что я немножко так худею, как-то уменьшаюсь, становлюсь более сухой, подсушиваюсь. Ну, как-то так вот, кто-то там интересовался, там пару людей. А когда я уже действительно такой эффект был, когда ко мне подходили, просто говорю, а что за диета, а как, а что нельзя есть, а что можно есть, ну, в общем, что ты делала, расскажи. Тогда я поняла, что я точно, что я молодец, в общем, что результат есть. А так я помню, конечно, у него такой очень, жесткий такой подход, он там говорит, если вот я тебя увижу, и ты ешь сладкое, я пойму, что ты ела сладкое. То есть у него прям глаз алмаз был. И я ходила в бассейн отдельно, там 3 раза в неделю, например, там 40 минут туда-сюда я плавала. И там была такая палаточка, вы знаете, как вот в таких вот, не которые при фитнес-залах, а которые просто бассейны. Там обычно какие-то палатки, там продаются какие-то вкусняги. Я, правда, не очень, для меня это тоже такая пытка была все время смотреть, когда ты дома ничего не ешь, когда ты ешь там только, не знаю, куриную грудку, еще что-то, там, грейпфрут в лучшем случае, там, с огурчиком, из фруктов в лучшем случае грейпфрут, вот. И я шла, и я думала, никого нету, я одна. Я так по сторонам, никого нет. Я съем маленькую Аленку. Я же еще сожгу, никто не заметит. И я ела, в общем, знаете, небольшую плитку, а маленькую Аленку. И я потом приезжала, когда мы встречались с ним, он смотрел на мои результаты, и он говорил, ты ела сладкое, все, разворачивайся. Он говорит, ты знаешь, это не мне нужно, это тебе нужно. И действительно, что это мне нужно было. Это же не ему нужно было тело, как вот... Я знаю, когда занимаются у тренеров, да, когда составляют питание, а ты же не можешь проконтролировать, как ты дома питаешь, как дома питается твой клиент. Вот, а дома можно питаться как угодно. В общем, это, конечно, должна быть ответственность, перед самой собой, должна себе сказать, в голове проработать, что тебе хочется похудеть. Вот с этого надо начать. Нужно четко осознавать это, а не просто вот, что ты сегодня... Это же, конечно же, мы приходим в фитнес-зал, мы тратим энергию, мы трудимся над тем, чтобы наше тело было красивым. Нужно для того, чтобы что-то получить, нужно что-то сделать, нужно приложить усилия. Невозможно сидеть на диване и при этом качать пресс. Он так сам не накачается. Мы должны постараться. Поэтому и здесь тоже надо постараться и сказать себе, дать установку, потому что много-много лет, на протяжении, мне кажется, лет 12, я точно преодолевала себя всегда, жевала, да, салатики эти и думала, что только вот так вот я и похудею. Но здесь нужно обязательно, чтобы, первое, получать удовольствие от еды, заниматься спортом. Я знаю людей, конечно, которые, вот, например, вообще не могут они заниматься спортом. Нужно тогда найти что-то другое. Нужно, не знаю, там теннис есть, какие-то разные виды спорта, которые тоже сжигают калории и позволяют быть в спортивной форме находиться. Получать, да, удовольствие, вот я сказала, от еды, от спорта. Нужно составить так питание. Вот я, например, к примеру, у меня день начинается с, например, геркулес, в какой-то геркулес, там я могу вишню туда добавить сухую, чтобы, что-то сладенькое такое было, потому что вот сладкое для меня это, конечно, вот
точнее отсутствие сладкого, это тяжело пока мне вот дается, но я стараюсь очень. Ну, вот, я ем меньше фруктов, я стала есть, потому что фрукты очень вкусные, но когда их ешь в большом количестве, то меня раздувает лично. Я люблю такое подсушенное тело, и фрукты очень, я заплываю прям с фруктами. Там сахар, вода находится, и поэтому не позволяю. То есть вот, например, я там прокачивала пресс, и в какой-то момент лето наступило, и я начала есть фрукты, и все, этот пресс сразу у меня пропал. Ну, конечно, потому что очень много воды и очень много вот этого сахара. Вот, я ем, да, могу какой-нибудь батончик протеиновый съесть. И, ну, конечно же, питание тоже должно меняться. Невозможно есть там, например, ну, обед у меня, вот, например, состоит, там, не знаю, куриная грудка. Я не диетолог, поэтому я не берусь вообще не говорить ничего. Это все-таки ответственность, здоровье. Просто вот то, что я там могу рыбку съесть, там, брокколи или там куриную грудку со спаржей. Вот, и вечером я там могу протеин, например, выпить или что-то протеиновое съесть. То есть вечер у меня обязательно состоит из протеина. Ну и, в общем-то, все. То есть вот никаких перекусов нету. То есть фактически я ем 2 раза в день, и мне этого абсолютно достаточно. Ну вот третий, да, это протеин какой-то вечером, перед тренировкой, например. И после тренировки я еще пью протеин, и все. Я стараюсь менять какую-то рыбу, там, креветки. Ну, в общем, и вы знаете, мне этого достаточно. И салаты я, безусловно, салаты, очень много зелени ем, там, огурчики и так далее. И мне этого достаточно. Просто я себе в голове сделала установку, и я следую этому, у меня всегда была проблема, да, что вот я начинаю худеть, потом, естественно, я начинаю переходить на тортики, потому что я сидела очень долгое время на диете, и в общем, я срываюсь очень активно. А чтобы вот как раз этого не делать, нужно так составить рацион. То есть вообще самое главное — это двигаться больше и потреблять меньше калорий. То есть, чтобы калории не превышали... Ну, в общем, чем больше ты двигаешься, тем больше, естественно, ты сжигаешь калорий. Вот так вот. То есть я как-то раньше это не очень... Ну, как бы я понимала, естественно, что чем больше двигаешься, тем сжигаешь калории, но нужно, чтобы это не превышало. То есть, например, там, если у тебя есть возможность, там, не знаю, подняться не на лифте, а по лестнице, то лучше, конечно, подняться по лестнице. То есть как-то вот я больше стала вот так вот. Ну, в общем, двигаться я стала много. Занимаюсь активно спортом, там, 4-5 раз в неделю. И ем при этом тоже там не очень много. И отлично себя чувствую. Очень важно любить себя. Девушке, каждому человеку важно. Это абсолютно, ну, естественно. А я знаю в силу профессии, что многие люди себя не любят как раз. И девушки, как никому вообще важно, чтобы в зеркале ты себе нравился. Вот у меня был период, когда я себе не нравилась. И здесь очень важно для меня вот сохранять вот это вот состояние, когда я получаю удовольствие вот просто от тренировок, и я еще и получаю удовольствие от того, что я вижу в зеркале, эти результаты. Вот, так что, в общем, такая история у меня с едой, которую я наладила, вот так, знаете, неожиданно, очень быстро, хотя лет 12 вот я не могла понять, что же мне делать с питанием, со всем, и оказывается, вот просто вот здесь вот раз так щелчок, и все получилось. А по питанию можно найти все в интернете, в принципе, все есть, там спортсмены, тренера, многие пишут, многие ведут блоги, и, в общем-то, здесь просто важно просто задаться целью, и все у вас получится. Так что вот, в общем, спасибо большое за просмотр, увидимся в следующем видео, до встречи, пока.